Всем привет! Вот решила, значит, вам показать видео корзиночки для пасочки. Для пасочки и яичек. Значит, свяжу я корзиночку другого цвета. Здесь у меня образец вот такой. Вязать я буду из таких вот цветов. Розовый, светлый и такой малиновый, да, можно назвать этот цвет. Значит, цвет я вам покажу, если вдруг кому-то понравится этот цвет. Смотрите нумерацию, лот, размер пряжи. Сразу хочу сказать, для основного вязания берите 2 мотка, потому что может не хватить. Я буду вязать с остатков. Целые, пока я пряжу не трогаю, буду вязать с остатков. Там уже сколько у меня будет пряжи, я не смогу вам сказать, но лучше возьмите про запас. Значит, вот эту часть, на чем стоит корзиночка, назовем это как салфетка, да, я буду вязать крючком троечкой, номер 3. А саму корзиночку я буду вязать крючком 2,5. Поэтому я взяла 2 крючка. Затем декоративные пуговички, какие у вас есть, у меня вот такие вот. Я использую в данной пряже, я использую вот такой вот цвет. Декоративные пуговички. Дальше, естественно, нам нужна будет иголочка с широким ушком. Я буду приклеивать вот эти вот вещи, вот эти части буду приклеивать. Если у вас нет клеевого пистолета, вот такого вот, например, горячий клей, да, или как его назвать, то пришивайте просто, и все, ничего страшного. Но у меня, так как есть клей, я буду приклеивать. И склеивать буду вот эти части тоже. Потом там вам объясню в конце вязания. Там я буду объяснять, как вяжется вот этот вот рисунок, который называется кожа дракона. Я буду его объяснять, может быть, для кого-то покажется очень долго и сложно, но мне будет хотеться, конечно, чтобы вы поняли этот рисунок. Он вяжется несложно. Единственный момент будет у нас вот здесь, где у нас будут уголки. Угол, чтобы рисунок у нас остался красивым, вот, не сместился. Тут у нас немножечко будет, я буду делать акцент на углы. Вот. Кто поймет сразу, тот может перемотать и домотать до корзиночки и начинать вязать корзинку. Кому будет сложно, вяжите просто сразу вместе со мной. Вот. Итак, значит, все, что нам нужно, начинаем вязать пасхальную корзиночку. Итак, начнем вязать первую деталь. Будем вязать узор. Первую деталь начнем вязать узором бабушкин квадрат, но это у нас будет пятиугольник. Итак, набираем 4 воздушные петли. И в первую воздушную петлю мы провязываем еще 2 столбика с накидом. Воздушная петля. Вяжем еще 3 столбика с накидом. Воздушная петля. И так провязываем таких комбинаций 5. 3 столбика с накидом, воздушная петля, 3 столбика с накидом. Если вы вдруг хотите, чтобы у вас было ячеечки такие вот для яичек побольше, 6, например, чтобы было, то вяжите этих комбинаций 6, чтобы у вас получился шестиугольник. Вот я буду делать пятиугольник, поэтому 5 комбинаций из 3 столбиков с накидом, между ними воздушная петля. Делаем соединительный столбик с третьей, вернее, воздушной петлей. Перемещаемся соединительными столбиками за верхушки наших столбиков под арочку из воздушной петли. И в эту арочку провязываем комбинацию. Набираем 3 воздушные петли, вяжем еще 2 столбика с накидом, воздушная петля, сюда же еще 3 столбика. То есть 3 столбика с накидом, воздушная петля, 3 столбика с накидом. Такая вот комбинация у нас под каждой арочкой во втором ряду.
Дальше воздушную петлю мы не делаем, сразу переходим в следующую арочку. Провязываем сюда же такую же комбинацию. 3 столбика с накидом, воздушная петля, 3 столбика с накидом. Я делаю именно так, потому что этот рисунок вяжется, не бывает, вяжут по-разному. Добавляют воздушные петли между каждыми комбинациями, да. Я этого не делаю для того, чтобы наше дно было более такое плотное. Поэтому я выбрала именно такой вот рисунок, где меньше воздушных петель свободных. Итак, под каждую арочку предыдущего ряда мы провязываем такую комбинацию. 3 столбика с накидом, воздушная петля, 3 столбика с накидом. Здесь у нас это делается воздушная петля, так как это у нас угол, чтобы он выделялся, мы выделяем воздушной петлей. Здесь, перемещаясь в следующую арочку, мы воздушную петлю не делаем, сразу переходим к следующей арочке, в которой провязываем 3 столбика с накидом, воздушная петля, 3 столбика с накидом. И соединительным столбиком соединяемся с третьей воздушной петлей. Следующий третий ряд также перемещаемся соединительными столбиками под арочку из воздушной петли. Здесь мы под арочку, опять же, где у нас воздушная петля, провяжем комбинацию 3 столбика с накидом, то есть 3 воздушные петли первых, это у нас первый столбик, 2 столбика провязали с накидом, воздушная петля, 3 столбика с накидом. Вот. Повторили эту комбинацию. Дальше между этими рисунками у нас есть пространство. В ней сюда мы провяжем 3 столбика с накидом. Переходим к следующей арке. Воздушные петли между нашими этими рисуночками мы не делаем. Воздушная петля у нас только на углу. 3 воздушные петли, ой, простите, 3 столбика с накидом, воздушная петля, 3 столбика с накидом. 2, 3. Дальше перемещаемся вот сюда. Здесь мы провяжем 3 столбика с накидом. Переходим в угол под арочку из воздушной петли, где провязываем наш угол, где рисунок повторяется. 3 столбика с накидом, воздушная петля, 3 столбика с накидом. Сюда мы провяжем просто 3 столбика с накидом. Переходим в угол, где у нас вяжется, повторяется этот рисунок. 3 столбика, воздушная петля, 3 столбика. И так мы повторяем по кругу, вяжем до конца. Переместились соединительными столбиками под арочку из воздушных петель и вяжем сюда тот же самый рисунок, 3 воздушные петли, еще 2 столбика с накидом, воздушная петля, сюда же еще 3 столбика с накидом. В общем, этот рисунок у нас повторяется только на углах. Дальше у нас будут одинарные 3 столбика, то есть не такую комбинацию, а просто 3 столбика под каждое вот такое вот пространство. Тут можно назвать это как арочкой, но без воздушных петель. Провязали сюда 3 столбика с накидом, переходим в следующую арочку. Провязали сюда тоже 3 столбика с накидом. Переходим в угол. На углу вяжем комбинацию 3 столбика, воздушная петля. И сюда же еще 3 столбика. И таким образом у нас увеличивается пятиугольник. Следующую арочку мы вяжем
3 столбика с накидом. Следующую арочку тоже 3 столбика с накидом. Я вяжу быстренько, чтобы не задерживаться на этом, потому что тут все повторяется. И дальше здесь на углу мы вяжем комбинацию. 3 столбика, воздушная петля, 3 столбика. И так мы увеличиваем до размера, который вам необходим. На данный момент я вяжу, буду увеличивать для большой пасочки. Провяжу 5 рядов, не считая серединочку, провяжу, вот буду считать вот по этим уголкам, 5 рядов. Если вы будете делать для маленькой пасочки, вы посмотрите, какой у нее диаметр, и вяжите такой диаметр. Ну, чуть больше, конечно, пусть он будет, чтобы она легко туда, можно было ее легко поставить. У меня получится примерно, должен получиться диаметр 14 сантиметров. Ну, сейчас я провяжу, и с вами мы посмотрим. Итак, ну вот я провязала пятиугольник. Значит, размер у меня получился 13 сантиметров. Вот от угла до ровной части. Только так можно померить. Вот. Почему именно так получилось у меня? Если я сделала бы наряд меньше, было бы меньше размер. А так как большая пасочка у нас где-то 9-10 сантиметров, и плюс корзиночку, которую мы будем вязать вверху, последний ряд у нас немножечко стянется, поэтому будет неудобно вставлять пасочку. Поэтому я решила сделать ее больше часть. Это у нас как бы на этом ориентируемся. Дно будет корзинки. Провязали. Если вы будете вязать для маленькой пасочки, то, естественно, смотрите, какой у нее размер, и сделайте немного больше, чтобы, опять же, повторюсь, чтобы легко можно было пасочку туда поставить. Делаем воздушную петлю подъема, следующий ряд. Разворачиваем вязание. Теперь соединительными столбиками мы пройдемся по периметру. По периметру, не стягивая петелечки, соединительными столбиками вяжем этот ряд. Потом объясню для чего. Еще такой момент, дойдя до угла, у нас здесь есть воздушная петля, мы туда ничего не провязываем, начинаем сразу следующий столбик делать соединение. Пропускаем воздушную петлю и вяжем дальше соединительные столбики. То есть на углах мы воздушную петлю пропускаем. Провязали и соединяемся с первым столбиком. Первым соединительным столбиком. Разворачиваем вязание. 3 воздушные петли. Разворачиваем вязание. Значит, смотрите, для чего мы это делали. Значит, теперь мы вяжем опять с лицевой стороны, продолжаем вязать, как и вязали. Мы соединительные столбики делали для того, чтобы за них потом мы могли зацепиться. Это у нас получается как бы первый ряд, начало ряда нашей корзиночки. А с этой стороны мы продолжаем вязать элемент этот. Уже за наши эти столбики, как мы и вязали. То есть они у нас, получается, не тронутые. Мы продолжаем вязать. Вязать будем, значит, первый ряд. Дальше у нас получится рисунок уже другой будет. Мы закончили вязать узор бабушкин квадрат. Теперь мы будем... Дальше элемент у нас будет из другого рисунка. Для начала вяжем столбики с накидом. В каждый столбик беремся за верхушки наших столбиков, не трогая наши соединительные столбики, чтобы они там так и остались. Это у нас получается 3 воздушные петли, первый столбик. Вяжем, значит, в каждый столбик. Будет первый ряд немножечко неудобно из-за плотности, которая у нас случилась, когда мы соединялись. Вот, немножечко будем помогать. Где-то может быть удобно, где-то неудобно. Здесь у нас на углу это второй. Это третий. Что-то немножко. Так, вот он. Значит, здесь у нас воздушные петли, как помните, да? Вот в эти воздушные петельки мы провяжем 3 столбика, которые мы пропустили. Когда мы вязали соединительные столбики, мы их не трогали, эти воздушные петли. В них провязываем 3 столбика для того, чтобы повернуть наше вязание, чтобы оно не подымалось, а шло дальше ровненько. И так продолжаем в каждый столбик вязать по одному столбику. Дойдя до угла,
воздушную петельку находим и в нее провязываем 3 столбика с накидом. В каждый столбик по столбику. Это у нас будет такой первый ряд. Так, провязали. Делаем соединительный столбик с 3-й воздушной петлей. Когда вы будете вязать этот ряд, да, главное аккуратненько, чтобы наши вот эти вот соединительные столбики остались. А когда вы будете особенно вязать серединку, да, за воздушные петли, не зацепите, чтобы у нас здесь ничего не потерялось, чтобы было по 2 долечки. Следующий ряд мы провяжем также без изменений, только столбиками без накида. Воздушная петля подъема, и в каждый столбик мы провяжем по столбику без накида, дойдя до серединки. Вот у нас в середине 3 столбика, да, посерединке, который наш столбик, в нее мы провязываем в него 3 столбика также. То есть на уголках мы будем увеличивать, провязывать по 3 столбика. Неважно, это будут столбики с накидом, либо без накида. Провязали и дальше вяжем без изменений по одному столбику без накида, столбик предыдущего ряда. Опять же дошли до угла. Вот и наши 3 столбика воздушной петли, да, и посерединке который столбик, в него мы провязываем 3 столбика без накида. И так продолжаем этот ряд. Подготавливаем этими рядами наш рисунок. То есть у нас вот эти 2 ряда как подготовительные. Провязали, делаем соединительный столбик с первым столбиком. Итак, 3 воздушные петли подъема. Теперь мы вяжем рисунок, который называется кожа дракона. Я не знаю, почему он так называется, но такое вот название. Может быть, вы его видели. Если нет, то, значит, показываю для тех, кто не видел в первый раз. Мне он понравился, этот рисунок, я решила его использовать. Значит, смотрите, мы сейчас будем вязать столбик с 2 накидами, выпуклый, лицевой. Делаем 2 накида на крючок. Захватываем первый столбик. Вот у нас вышло воздушные петельки, у нас вышли вот отсюда. Значит, вот это у нас будет первый столбик. Захватываем за ножку столбика. Вот пропускаем, получается, ряд со столбиками без накида. Берем за предыдущий ряд еще ниже. И провяжем столбик с 2 накидами. Провязали. Не забываем, что это вот его ряд. Дальше мы вяжем столбик с накидом. Смотрим теперь на ряд из столбиков без накида. Здесь мы пропускаем, исходя из того, что он у нас уже получается провязан, этот столбик, да? Мы его уже не трогаем. В следующий столбик мы вяжем столбик с накидом. Следующий столбик у нас опять выпуклый, лицевой. 2 накида. Пропускаем, получается, если смотреть уже на нижний ряд, мы этот столбик пропускаем, так как он у нас провязан вверху. Правильно? Беремся в следующий столбик. За ножку столбика и провязываем столбик с 2 накидами. Следующий столбик у нас с накидом одним. Опять же смотрим на предыдущий ряд. Мы его провязали, этот столбик, вот таким вот способом, да. И в следующий столбик, получается, мы вяжем столбик с накидом. Провязали. Получается, мы уже дошли до угла. Вот она, наши 3 столбика в углу. Теперь в этот столбик мы провяжем 3 столбика с накидом. Следующий, получается, 3 посерединке, который. Здесь нам надо всегда увеличивать ряд. Теперь смотрим, мы ориентируемся на вот эти ряды. На ряды не вот где столбики без накида, а те, которые еще раньше, да, столбики с накидом. И у нас здесь должно быть чередование выпуклый и не выпуклый, просто вот столбик провязан.
Значит, здесь мы смотрим, у нас тут он выпуклый, значит, вот этот вот посередине должен остаться таким, какой он есть, да? Он уже провязан, можно так сказать. Следующий столбик у нас должен быть вот этот вот выпуклым, но он вот он. Получается, вот этот столбик у нас еще не провязан. Поэтому мы в него провяжем просто столбик с накидом. Следующий у нас, вот, ориентируемся, да? Здесь нам надо провязать выпуклый лицевой, чтобы чередование было. Провязываем выпуклый лицевой. Но это может не везде быть совпадать так, но в данном углу у нас так совпало. Следующий столбик, вот он, мы провязываем обычный столбик с накидом. Следующий у нас выпуклый лицевой. Вот, да, вот мы раз и спустились к столбику с накидом и провязали в него выпуклый лицевой. Вот, провязали. Следующий столбик у нас столбик с накидом. Вот он, да, и мы в него провязываем. То есть мы можем ориентироваться на, исходя вот снизу вверх, и смотрим столбик над столбиком, который вот в него мы будем вязать. Следующий у нас выпуклый столбик с двумя накидами. Следующий столбик, вот он, мы провяжем в этот верхний ряд столбик с накидом. Столбик с двумя накидами у нас вот в этот ряд идет ниже. Мы беремся за ножку столбика и провязываем. И так вот мы чередуем столбик с накидом и выпуклый столбик с двумя накидами. Вот доходим до следующего угла. Здесь у нас будет немножко по-другому, так как у нас все-таки этот рисунок не четкий такой вот для этого рисунка. Вот. Ну, у нас тут это будет не так все заметно, поэтому будем выкручиваться. Вот доходим, да, следующий у нас вот я провязала. Следующий вот она наша троечка. Вот в первый столбик из этих троечки у меня получается столбик с накидом. И дальше мне все равно надо продолжать вязать столбики с накидом. То есть здесь я не могу провязать вот эту вот выпуклую часть, серединку, потому что будет некрасиво. Поэтому я здесь просто вяжу столбики с накидом. То есть вот она серединка. Посерединке я провязываю 3 столбика. Так как у нас в углу должно быть 3 столбика. Дальше в следующий столбик я опять вяжу столбик с накидом. Вот. И получается, чтобы было красиво, да, вот эти 3 столбика у нас уже пусть будут не тронуты, так как я не могу через раз их трогать, да, потому что, ну, не совпадение здесь получается. Поэтому в этот же столбик, в троечку, который, да, я провязала, во все столбики провязываю столбики с накидом, вот он. Теперь следующий столбик, вот уже троечку пропустила, в него теперь я вяжу выпуклый столбик. То есть здесь, в этом углу, у меня получается больше вот таких вот столбиков, нежели здесь. Да, вот углы будут немножечко не совпадать. Но это не страшно. Наш рисунок этим самым не испортится. Вид всего остального не поменяется. И дальше продолжаем вязать. Чередуем. Вот провязала выпуклый. Следующий у меня столбик. Столбик с накидом. Следующий у меня столбик. Вот он вот выпуклый. Опускаюсь ниже. Берусь за ножку столбика с накидом, который был у нас провязан. Следующий столбик. Обычный столбик с накидом, берусь за предыдущий столбик. Следующий выпуклый. Следующий столбик с накидом. И так доходим до следующего угла. Выпуклый столбик из 2 накидов. И столбик с одним накидом. Следующий.
доходим до угла. Доходим до следующего угла. Вот, провязываю я. Вот она, наша троечка. Значит, сюда мы, вот так как по рисунку идет у меня столбик с накидом, вяжется. Дальше мне надо провязать столбик выпуклый с двумя накидами. Здесь у меня совпадение как с первым углом, да, получается. Провязываю я в этот столбик, в первую из тройки угловой, выпуклый столбик с двумя накидами. Дальше я провязываю, вот она троечка предыдущего ряда столбиков без накида. Здесь я провяжу, значит, в первый столбик у меня идет столбик 1. Посерединке я провяжу 3 столбика. В третью, ну, из троечки, да, тоже провяжу столбик с накидом. Это получается, мы провязали вот в этот вот столбик, всю эту комбинацию этих столбиков. Следующий столбик у меня должен быть выпуклый. Вот он. То есть в этот столбик серединка, который мы уже провязали все, что нам нужно. Теперь я провязываю выпуклый. Получается, здесь чередуется. Здесь все хорошо совпадает. Серединка остается ровненькая, и выпуклость у меня с краюшку, как и здесь. И продолжаем дальше вязать по рисунку. Следующий столбик. Столбик с накидом. Следующий столбик выпуклый с двумя накидами. Надеюсь, я все объясняю и вам понятно. Если вдруг непонятно, то есть сама схема этого. Если вы не понимаете этот рисунок, то есть схема, так она и называется. Кожа дракона. Я вам объясняю, как провязать правильно вот именно эти углы. Вот. Продолжаем так чередовать. Доходим до следующего угла. Здесь у нас как, вот, получается, как в этом углу, да, вот у нас тут что получилось. Вот эти 3 столбика у нас были не тронуты. Серединка, так и здесь получится. То есть столбик с двумя накидами выпуклый провязываем. И у нас дальше вот они 3 столбика. Внизу они 3, а вверху их 5 будет. За счет того, что здесь мы увеличили, 3 столбика провязали, да? И вот эти вот 3 столбика внизу, вверху эти 5 столбиков мы провязываем столбиками с накидом. Столбик с накидом провязали, дошли до серединки. В серединке вяжем 3 столбика с накидом. И здесь провязываем столбик с накидом. Вот. А еще один столбик вот из этой троечки, да, вот они 3 столбика и вверху над ними, которые мы провязываем столбики с накидом. И у нас получилось 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 столбиков с накидом. Что здесь, что напротив угол точно такой же. Здесь у нас угол немного поменьше. Тут у нас получилось 5 друг за дружками столбики с накидом. Здесь у нас получилось 6 столбиков друг за дружкой. Правильно? Дальше продолжаем вязать. Вот мы смотрим, вот этот мы провязали, вот эту троечку. Теперь следующий столбик у нас выпуклый с двумя накидами, так как и здесь, то есть одинаково, чтобы дальше рисунок, он должен у нас похож быть, хотя бы вот угол, чтобы с двух сторон было красиво, равномерно провязано, чтобы не сдвигалось, иначе будет выглядеть просто некрасиво. А пусть она хотя бы, хоть и углы разные, но зато равномерно ложатся с двух сторон и более аккуратный вид. Вяжем так до следующего угла. Чередуем. Дошли до следующего угла. В этом углу у нас будет как вот один у нас угол там есть. Значит, мы вот провязали, вот он угол дошли. И получается вот эту троечку мы вот в первый столбик у нас по рисунку получается выпуклый.
столбик с двумя накидами. Следующий столбик, вот теперь вот в этой троечке мы уже будем работать, мы провязываем. Столбик провязали 1 с накидом, посерединке мы вяжем 3 столбика, 3 столбика с накидом, и в последний из этой троечки мы провяжем столбик 1 с накидом. То есть у нас здесь получается друг за дружкой идут 5 столбиков с накидом. Дальше у нас по рисунку вот здесь вот мы смотрим, через 1 столбик получается выпуклый. У нас получается чередуются углы, в одном углу так, в другом так. Вот. И продолжаем дальше этот рисунок. Я так долго объясняю, не знаю, может, сильно долго объясняю, но хочется, чтобы вы поняли. Так, вяжем, тут осталось до конца. Провязали последний выпуклый столбик и делаем соединительный столбик с 3-й воздушной петлей. Следующий ряд у нас столбики без накида. Вяжем столбики без накида в каждый столбик. Доходим до серединки, до угла. Вот она наша троечка, которая у нас в предыдущем ряду была в одном, да? И здесь средний столбик в этой троечке мы вяжем 3 столбика с накидом. И также продолжаем без изменений, вяжем столбики без накида. Доходим до угла, также в углу, в среднем столбике из этой троечки, которая у нас там будет, в среднем столбике мы провяжем 3 столбика. Итак, провязали, закончили ряд, делаем соединительный столбик с воздушной петлей. Следующий ряд мы вяжем рисунок, но начнем мы уже не с 3 столбиков, а с 1 столбика воздушного, вернее, не с 3 воздушные петли провяжем, а одну воздушную петлю. Вот в эту воздушную петлю сейчас мы будем чередовать. Если здесь у нас выпуклый столбик, то над ним будет обычный столбик с накидом. Так, здесь, значит, у нас должен быть выпуклый. И поэтому я в эти воздушные петельки провязываю выпуклый столбик с 2 накидами. И так у нас чередуется через раз. В шахматном порядке получается. Следующий ряд над выпуклым столбиком я провязываю столбик с накидом. Следующий столбик над столбиком с накидом у меня вяжется выпуклый рельефный столбик с 2 накидами. Следующий столбик с накидом над выпуклым. Следующий столбик рельефный. С 2 накидами. Дошли до угла. И вот смотрим, да, вот она наша троечка. Чтобы здесь рисунок продолжился так же, как и здесь, чтобы у нас вот в этот столбик провязать выпуклый, мы эту троечку вяжем столбики с накидом в эту троечку. Здесь 3 столбика, наверху 5. В эти 5 столбиков мы провязываем столбики с накидом. Только в серединку, средний столбик, мы провяжем 3 столбика с накидом. Вот она наша троечка, ориентируемся на эту троечку в данном углу и провязываем столбики с накидом. Следующий у нас рельефный столбик, то есть над столбиком с накидом мы провяжем рельефный выпуклый лицевой, как он называется, столбик с 2 накидами. Над выпуклым столбиком вяжем
столбик с накидом. И так продолжаем до следующего угла, чередуем. У нас получается рисунок в шахматном порядке. Над выпуклым столбик с накидом, над столбиком с накидом выпуклый. Вяжем так до следующего угла. Доходим к следующему углу. Здесь у нас достаточно много столбиков обычных. Да, здесь мы можем провязать еще и выпуклые столбики. У нас здесь все получается. Поэтому вот, провязав над последним выпуклым предыдущим ряду столбиком столбик с накидом, следующий мы вяжем выпуклый столбик с накидом. Следующий столбик вяжем столбик с накидом. Далее получается вот в эту троечку, в первую из троечку у нас получается провязать, не трогая серединку. Нам главное средний столбик не трогать, чтобы одинаково все было. Мы можем провязать выпуклый столбик. Дальше в эту троечку, которая над средним у нас троечка, мы провязываем столбики с накидом. В первый столбик мы провязываем столбик, в средний провязываем 3 столбика с накидом и столбик, следующий столбик с накидом. То есть вот в эту троечку, мы провязали вот в эту троечку, да, столбики с накидом. Их у нас получилось 5, опять 5 столбиков. Дальше мы вяжем вот через вот этот вот столбик, пропускаем один, получается, по рисунку выпуклый столбик. Следующий у нас столбик с накидом. Следующий столбик у нас выпуклый. И дальше уже мы, ориентируясь на наш предыдущий ряд, над выпуклым столбиком мы уже можем спокойно видеть, что нужно провязать столбик с накидом, а над столбиком с накидом выпуклый столбик. Чередуем так до следующего угла. То есть этот угол у нас немножечко как бы уменьшился, вот этот вот рисунок, то есть продлился здесь. В этом ряду мы продлили рисунок. Вяжем так до следующего угла. Доходим до следующего угла. Провязали мы, значит, над последним выпуклым столбиком столбик с накидом. Мы смотрим, мы можем еще один здесь использовать, провязать еще один выпуклый столбик. Нам позволяет как бы рисунок. Мы можем еще один выпуклый здесь провязать. Дальше мы уже не можем, потому что через этот столбик нам надо бы выпуклый провязать, да, чередуя, но он у нас в серединке. Мы эту серединку невозможно его трогать, потому что рисунок собьется, будет некрасиво. Поэтому мы над всеми этими столбиками, это получается вот эта вот наша серединка опять, над ними 5 столбиков мы провязываем просто столбики с накидом, дойдя до среднего столбика. Не забываем провязывать 3 столбика в средний столбик. И дальше вот она наша троечка, довязываем, провязываем эту всю троечку столбиками с накидом. Дальше у нас опять по рисунку будет выпуклый столбик, а над выпуклым столбик с накидом. То есть у нас с двух сторон должно быть одинаково рисунок лечь. На углу с двух сторон одинаково, чтобы лег рисунок. И довязываем так, чередуя опять до следующего угла. Дошли до угла почти. Вот закончили, да, над последним выпуклым провязали столбик. Теперь мы смотрим, что мы можем провязать раз выпуклый столбик, следующий мы вяжем столбик с накидом, и вот он, наша троечка, и мы можем еще провязать выпуклый столбик, не трогая серединку, через раз у нас получается. То есть у нас опять же в этом ряду 2 угла, где у нас выпуклый столбик провязывается над вот этой троечкой, и 2 угла, где мы эту троечку не трогаем. Так, провязали.
следующий столбик у нас, вот она троечка, в нее, потому что мы провязали, вот, не забываем ориентироваться, что мы пропускаем предыдущий ряд в столбик без накида, потому что мы уже его здесь провязали, да, и следующий у нас получается столбик. Это у нас в троечке в этой. Провязали первый столбик, следующую среднюю столбик мы вяжем 3 столбика с накидом. И в последнюю, как бы эту троечку, мы провязываем столбик с накидом. И дальше у нас по рисунку через один столбик выпуклый столбик. Дальше у нас по рисунку идет столбик, так как у нас здесь его пока нет, потому что у нас тут не получилось, да, но мы по рисунку знаем, что следующий у нас столбик с накидом, следующий у нас выпуклый. И дальше как бы по рисунку уже нам видно, что над выпуклым столбиком у нас идет вот он столбик с накидом. Дальше у нас все чередуется по рисунку. Видно нам хорошо. Этот рисунок несложный сам по себе. Единственное, что здесь из-за наших углов вот этих вот нам приходится немножко подкорректировать, подогнать. Сам по себе рисунок, он вот чередуется. Ничего сложного нет. Ряд именно такой, следующий ряд у нас столбики без накида, для того, чтобы опять провязать этот рисунок. В общем, такой вот рисунок. Можно, конечно, и вязать основу, просто салфеточку, какая вам нравится, просто какой-то рисунок. Вот. Сделать основу обычного, просто столбики с накидом, либо столбики без накида. Если вам трудно заморачиваться, вам кажется это очень муторно и сложно, но просто мне понравился этот рисунок, и на выходе получается такой вот красивый подарочек из такого рисунка. Рисунки можно подбирать любые, их много очень, узоров на ваш вкус, на ваш цвет, как бы форму рисунка, там можно всякие, не знаю, веерочки делать, но это уже на ваше усмотрение. Мне понравился этот рисунок по своей простоте в тот же момент и как бы красивый, поэтому я решила вам показать, что можно сделать из этого рисунка такой вот подарочек. Дошли до угла, и здесь мы можем провязать, значит, выпуклый столбик только один раз. Дальше вот эта троечка, мы ее не можем трогать, мы ее оставляем. Над нею, которые столбики над этой троечкой, мы провязываем столбики с накидом. Над средним столбиком мы вяжем 3 столбика с накидом. Вот. И в последний столбик вот из этой троечки провязываю столбик с накидом. То есть вот эта троечка из столбиков с накидом у нас получается опять нетронутая. Дальше у нас по рисунку выпуклый. Затем над выпуклым столбик с накидом. И так вяжем до конца, получается, уже довязан до конца. То есть всегда, смотрите, вот как вы закончили, с этой стороны надо начинать, чтобы все совпадало. Довязываем так до конца. Итак, провязав над последним выпуклым столбиком столбик с накидом, делаем соединительный столбик именно вот с вот этим выпуклым, с верхушкой столбика, чтобы у нас между столбиками был один только столбик. Между выпуклыми был один столбик. Далее, теперь мы набираем 3 воздушные петли. Простите, следующий ряд у нас столбики без накида. То есть у нас чередуется рисунок и столбики без накида. Набрали воздушную петлю, и в этот же столбик мы провяжем столбик с накидом, и там
без накида, простите, и дальше мы вяжем столбики без накида. Доходим до угла и не забываем этот момент, что вот наш средний столбик, в него мы вяжем 3 столбика. И вяжем так по кругу до конца ряда столбики без накида, не забывая в среднем столбике на углу провязать 3 столбика. Так, закончили. И делаем соединительный столбик не с воздушной в данном ряду, а именно с вот этим вот столбиком, вот над вот этим выпуклым столбиком, который у нас столбик находится без накида, в него мы соединяемся. Набираем 3 воздушные петли, исходя из того, что над выпуклым столбиком у нас должен быть столбик с накидом, это у нас вот 3 столбика, 3 воздушные петли вернее. Следующий столбик у нас выпуклый, между выпуклыми у нас столбик с накидом, в него мы вяжем выпуклый столбик. Опять рисунок продолжаем, чередуя столбики. Значит, столбик с накидом над выпуклым и выпуклый столбик над столбиком с накидом. Над выпуклым последним мы провязываем столбик с накидом и смотрим. Я вам объясню сейчас, да, и дальше вы уже сами будете все ряды эти также делать. Вот довязали до угла и смотрите, значит, чередуем. Следующий у нас столбик будет выпуклый, вот мы провязали столбик с накидом над выпуклым. Над следующим столбиком у нас будет выпуклый, потом у нас столбик с накидом. И смотрим, вот она наша троечка. Просто мы тут провязываем столбик с накидом, следующий у нас выпуклый. Тут у нас получается провязать выпуклый. Или же я вам лучше, наверное, буду показывать только на углах. Вот довязали до угла, я вам покажу, значит, чтобы не объяснять. Может быть, будет сложно, не знаю. Значит, следующий столбик у нас выпуклый. Следующий столбик мы провязываем столбик с накидом. Вот он. Теперь дошли до троечки. В первый столбик мы вяжем выпуклый столбик. Первый столбик из этой троечки. И дальше мы вяжем вот наши 3 столбика над этим столбиком, который мы не трогаем, да? Мы в них провязываем столбики с накидом, не забывая в средний столбик провязать 3 столбика и еще один столбик. То есть вот над вот этим вот столбиком у нас троечка, и в эту троечку мы вяжем столбики с накидом, но в средний провязываем 3, и в итоге получается 5. Следующий столбик у нас выпуклый, пропуская средний, как я говорила, да, мы его не трогаем, мы не вяжем в него выпуклый столбик. Следующий столбик мы провязали выпуклый. Дальше вяжем по рисунку. Столбик с накидом, выпуклый столбик. Дальше над выпуклым столбик с накидом. Дальше уже все видно. Дальше выпуклый. Вяжем до следующего угла. Дошли до угла. Вот она наша троечка в углу. И вот исходя из этой троечки мы смотрим, можем ли мы сделать еще один выпуклый. Можем. Поэтому мы делаем один выпуклый столбик. Дальше мы уже делать не можем выпуклые столбики. Поэтому мы над этой троечкой, которая у нас расположились столбики без накида, мы в них провязываем столбики с накидом. В средний столбик 3 столбика. И ориентируйтесь на вот эти троечку на эту и смотрите, еще нужно провязать или нет. Последний провязываю. Дальше опять идет рисунок в этот столбик. Вот она, троечка уже наша провязана. Следующий столбик у нас идет по рисунку выпуклый.
следующий столбик над выпуклым. Столбик с накидом и продолжаем чередовать этот рисунок до следующего угла. Ой, что-то я ну все правильно. Выпуклый. Значит, сюда мы в столбик с накидом выпуклый. Вяжем так до следующего угла. Чередуем. Приближаемся к углу. Провязали вот над последним выпуклым столбик с накидом. Дальше выпуклый столбик. Затем столбик с накидом. Вот она, наша троечка. Приблизились. И смотрим. Мы можем здесь провязать выпуклый столбик в первый столбик из этой троечки. Следующий у нас получается столбик. Это троечка. Вот это вот над этим столбиком, которая в нее провязываем столбики с накидом. В средний вяжем 3 столбика. И в этот столбик, то есть вот над этим столбиком, который троечка, мы в них провязали столбики с накидом. Дальше мы по рисунку вяжем вот эту троечку. Из этой троечки мы в этот столбик, то есть пропустив средний столбик, провязываем выпуклый. Да, вот пропустив, чередуется, получается у нас тут рисунок. Дальше по рисунку у нас должен быть столбик с накидом. Следующий у нас, вот, пропустив провязанный столбик, мы вяжем выпуклый. И дальше по рисунку над выпуклым столбик с накидом, над столбиком с накидом выпуклый. Вяжем до следующего угла. Так, доходим до угла. Значит, провязали над последним выпуклым столбик с накидом. Следующий мы провязываем выпуклый. И дальше у нас вот она троечка. Дошли до троечки, над которой мы провязываем столбики с накидом, не забывая провязать в средний из вот этой вот троечки предыдущего ряда, в средний столбик провязать 3 столбика. То есть в этом углу у нас пропускается вот эта вот троечка, потому что рисунок здесь не получится. Он как бы получится, но сместится, так как мы не хотим смещать его, чтобы он у нас шел красиво с двух сторон. Поэтому мы пропускаем эту троечку. Вот провязали над ней, над этой троечкой, вот так вот ориентируясь, да. Следующий у нас столбик у нас выпуклый. Над выпуклым столбик с накидом. И продолжаем опять чередовать этот рисунок до следующего ряда. Над выпуклым столбики с накидом, над столбиком с накидом выпуклый. Дошли до последнего угла. Провязали вот в последний выпуклый столбик с накидом. Дальше мы можем, исходя из того количества большого, да, что у нас здесь есть, мы можем продолжить еще рисунок. Провязали выпуклый, следующий у нас столбик с накидом. И смотрим, вот она, наша троечка, приблизились к ней. Опять же, вот чередуя, мы можем провязать выпуклый столбик над первым из тройки. То есть здесь рисуночек у нас продлился. И над средним, вот этим вот, который столбик у нас троечка, в нее мы провязываем столбики с накидом. В среднюю вяжем 3 столбика с накидом. И в третью троечку мы провязали столбик с накидом. Это мы провязали вот над вот этим вот столбиком. Получилось здесь 5 столбиков с
накидом. Дальше у нас идет опять рисунок. Вот пропускается средний столбик, следующий у нас выпуклый столбик из 2 накидов. Дальше по рисунку должен быть столбик с накидом. Дальше у нас выпуклый. И дальше опять по рисунку. Над выпуклым у нас ложится столбик с накидом. Все идет по рисунку. И довязываем так уже до конца ряда. Провязали соединительный столбик с 3 воздушной петлей. Далее вяжем столбики без накида. 1 воздушная петля. И в этот же столбик мы вяжем столбик с накидом. Простите, без накида. Я уже запуталась, начинаю путаться. Вяжем столбики без накида. Доходя до серединки, не забываем в средний столбик провязывать 3 столбика. Дойдя до угла, вернее. Доходим до угла, смотрим нашу троечку, которая у нас из 1 столбика, да, и в средний столбик вяжем 3 столбика. Вяжем так по кругу столбики без накида. Итак, провязали соединительный столбик с воздушной петлей. Вот у нас воздушная петля предыдущая, да, у нас, и в нее ввязан первый столбик. Мы его не трогаем, мы вяжем, соединяемся с воздушной петлей. Итак, следующий ряд у нас рисунок. Набираем воздушную петлю. И в эти воздушные петли предыдущего ряда мы вяжем выпуклый столбик. Так как они у нас служили как столбик с накидом. Вяжем, опять же, чередуем. Над выпуклыми столбиками у нас столбик с накидом, над столбиками с накидом. Вот в эти вот столбики без накида мы провязываем так, выпуклый, да, у нас следующий выпуклый. Над столбиком с накидом у нас выпуклый. А над выпуклым столбиком столбик с накидом. Доходим, довязываем до угла. У нас первый угол рядышком. И также опять смотрим, можем ли мы, чтобы не тронуть вот эту вот серединку, средний столбик не трогая, провязать рисунок. Значит, следующий столбик у нас выпуклый. Следующий столбик над столбиком будет столбик с накидом, и поэтому получается, что мы эту серединочку опять не трогаем. Чтобы вот если получается чередовать, нам надо, да, через раз делать выпуклый, у нас следующий должен быть вот здесь вот. Но опять же говорю, чтобы не сдвинуть с места, получается съедет. Просто я не хочу долго объяснять. Вы можете сами проверить, почему именно так я делаю. Вы можете провязать, чередуя столбики, и посмотреть, что у вас выйдет в итоге. Вот. Дальше вот эти вот троечку, в эту вот троечку я вяжу столбики с накидом, ориентируясь на них. Ориентируясь на них, я в столбике без накида предыдущего ряда вяжу столбики с накидом, не забывая при этом провязывать в средний столбик 3 столбика. Средний столбик, который у нас здесь троечка. Вот. То есть я вот в эту тройку из столбиков с накидом над ними. Ряд, который я вяжу столбики без накида. Вернее, столбики с накидом. Вот я проверяю, да? Вот она троечка. Все, провязана она. Дальше вяжу уже опять по рисунку. Следующий у меня столбик будет выпуклый. Следующий столбик. Столбик с накидом над выпуклым. Дальше опять выпуклый и вяжем так до следующего угла. Мы будем вязать
чтобы получился у нас диаметр минимум 30 сантиметров. То есть прикладывайте параллельно уже, когда вяжете, вот так вот от угла до ровной части, чтобы было 30 сантиметров. Вот нам надо провязать еще где-то, наверное, 2 ряда. В общем, вяжем. Будем делать акцент на углы. Дальше вяжем сами по рисунку. Так, доходим потихонечку до угла. Провязали над последним выпуклым столбиком столбик с накидом. Следующий у нас выпуклый столбик вяжется. То есть мы смотрим, что вот она. Мы сразу беремся, смотрим на вот эту троечку. И смотрим, можем ли мы еще, не затрагивая этот средний столбик, провязать, чередуя выпуклые столбики. Итак, провязали один выпуклый столбик. Подходим. Дальше. Следующий у нас выпуклый сюда попадает столбик. Значит, можем. И вяжем, не трогая серединку, да, чтобы не в серединку попадал выпуклый, а с краю. Либо через один столбик, либо рядышком. И дальше. Получается, над средним столбиком у нас троечка. Вот в эту троечку мы вяжем столбики с накидом. В средний столбик мы вяжем 3 столбика с накидом. И сюда в третий столбик мы провязываем столбик с накидом. Вот и мы провязали в средний столбик. Над средним, вернее, столбиком мы провязали все столбики. Следующий у нас идет выпуклый. По рисунку. Получается, пропустив серединку, да, вяжем дальше по рисунку. По рисунку у нас после выпуклого идет столбик с накидом. Дальше выпуклый столбик с 2 накидами. И над выпуклым вяжем столбик с накидом. И продолжаем дальше по рисунку до следующего угла. Дошли до следующего угла. То есть провязав над последним выпуклым столбик с накидом, мы можем вот сразу находим нашу троечку и смотрим. Значит, можем сделать один только выпуклый столбик. Рисунок здесь у нас как бы закончился. И вот эту троечку, над ними, которые идут столбики, мы в них вяжем просто столбики с накидом. В средний столбик, вот тут троечка, которая у нас в серединке, в средний столбик вяжем 3 столбика. И провязываем. Вот смотрим, вот так ориентируемся, да, вот у нас нашли эти наши 3 столбика, и над ними, чтобы были провязаны столбики с накидом. И дальше опять у нас продолжается рисунок. Вот мы провязали вот эту троечку, следующий столбик у нас выпуклый, над выпуклым столбик с накидом. И продолжаем дальше до следующего угла вязать, чередуя столбики. Дошли до следующего угла, провязали в последний выпуклый столбик столбик с накидом и смотрим. Тут мы можем сделать несколько выпуклых, то есть продолжить рисунок. Выпуклый столбик, следующий столбик с накидом. Дальше опять находим нашу серединку, чтобы ориентироваться на нее. Вот следующий столбик выпуклый будет именно вот в этот столбик, в первый из 3. То есть здесь у нас продолжился немножко рисунок. Дальше над средним столбиком, вот в эту троечку, мы вяжем столбики с накидом. В средний столбик 3 столбика. И в третий столбик провязали. Вот в эту троечку мы провязали. Получилось 5 столбиков подряд, столбики с накидом. Дальше у нас рисунок. Значит, пропуская средний столбик, мы провязываем выпуклый. Следующий по рисунку у нас столбик с накидом. Следующий
пропуская. Вот ориентируйтесь по вот этими вот рядам, где у нас столбики с накидом. Следующий мы вяжем выпуклый. И дальше уже по рисунку видно. Над выпуклым вяжем выпуклый, ой, простите, столбик с накидом, над столбиком с накидом выпуклый. Вяжем до следующего угла. Так, дошли до угла. Следующий, вот провязали над выпуклым столбик с накидом. Следующий у нас провязывается столбик выпуклый. Вот, и наша троечка, вот она, которую мы оставляем. Не вяжем в ней этот рисунок, а просто над ним, над этими столбиками мы провязываем столбики с накидом. Вот она наша тут тоже троечка. В средней мы вяжем 3 столбика. То есть вот в эту троечку над ними, которые идут столбики, вот ориентируемся и провязываем все эти столбики столбиками с накидом. И у нас получается 6 столбиков, да? 6 или 7. 3, 4, 5, 6, 7 столбиков получается. И дальше у нас идет опять рисунок. То есть вот эти 3 столбика мы пропускаем, да, мы их уже провязали. И следующий у нас идет выпуклый по рисунку, потому что дальше у нас идет выпуклый, над ним нам надо провязать столбик с накидом. Дальше над столбиком выпуклый, над выпуклым столбик с накидом. Выпуклый у нас столбик из 2 накидов. И вяжем так все уже до конца ряда рисунок. Провязали последний столбик, да, над выпуклым столбик с накидом. И делаем соединительный столбик над вот именно выпуклый столбик. Соединились. Воздушная петля. И этот ряд у нас вяжется столбики без накида. Воздушная петля в этот же столбик выпуклый мы провязываем столбик без накида и дальше уже вяжем, продолжаем вязать столбики без накида, дойдя до угла. В углу вот тут вот в средний столбик, вот эту троечку, мы вяжем 3 столбика без накида. И так продолжаем по кругу. Провязали, и здесь мы с соединительным столбиком соединяемся, делаем соединение над выпуклым столбиком. То есть воздушную петельку мы пропустим и над выпуклым делаем соединительный столбик. Для чего? Для того, чтобы следующий у нас ряд по рисунку над выпуклым идет столбик с накидом. И тут мы вяжем 3 столбика. Для этого мы соединяемся именно в этом ряду над выпуклым. Дальше по рисунку у нас, значит, выпуклый столбик над столбиком, выпуклый столбик с 2 накидами. Дальше по рисунку над выпуклым столбик с накидом. И так мы вяжем до угла по рисунку. Итак, довязали. Вот над последним выпуклым провязали столбик с накидом. И опять же смотрим, находим нашу троечку и смотрим, чередуя выпуклые столбики, можем ли мы еще провязать. Значит, смотрим. Провязали выпуклый. Дальше у нас по рисунку идет столбик с накидом. Дальше выпуклый. Вот она наша, приблизились к троечке. Мы можем провязать выпуклый столбик. У нас он получается в первый столбик из троечки, которая у нас здесь провязана. Мы в него провязываем выпуклый. Дальше над средним столбиком у нас вот она троечка. Вот в них мы вяжем столбики с накидом. Провязали в первый, в средний столбик мы провязываем 3 столбика. И в третий столбик мы вяжем столбик с накидом. То есть в эту троечку мы провязали столбики. То есть над средним
которые столбики, мы уже их провязали. Дальше у нас идет рисунок. Пропустив средний у нас получается, мы вяжем выпуклый столбик. Дальше по рисунку у нас над столбиком должен быть столбик. Над выпуклым, но у нас, так как его нет, это вот так вот продолжается у нас рисунок. Здесь он немножко увеличился в этом ряду, поэтому мы по рисунку вяжем. Как у нас должны чередоваться. Дошли до рисунка, который виден. И дальше продолжаем вязать над выпуклыми столбиками столбики с накидом, над столбиками, вернее над выпуклыми, да, столбики с накидом, над столбиками с накидом, выпуклые. Вяжем до следующего угла этот рисунок. Итак, продолжаем. Вот довязываем до угла. Над последним в этом ряду, в предыдущем ряду выпуклым мы провязали столбиком, провязали столбик с накидом. Далее, вот она наша троечка, да, мы можем еще провязать один выпуклый столбик по рисунку. Дальше, вот над этой троечкой, которая у нас здесь, мы не можем сейчас продолжить рисунок, мы здесь остановились. И над этими столбиками с накидом, которые у нас столбики без накида, в них мы вяжем столбики с накидом. В средний столбик из троечки, который у нас тут в углу, мы вяжем 3 столбика с накидом. И вот так вот ориентируйтесь, вот приложите пальчик, чтобы видеть, провязали ли вы все столбики или нет. Вот наша троечка, над ними, которые столбики, все провязаны. Теперь дальше у нас опять рисунок. Выпуклый столбик, вот троечка, да, которую мы уже провязали. Дальше следующий столбик у нас выпуклый столбик с 2 накидами. И над выпуклым столбик с накидом. И все, и дальше вяжем по рисунку до следующего угла. Подошли к следующему углу. Провязали над последним выпуклым столбиком столбик с накидом. Дальше у нас опять по рисунку выпуклый столбик с 2 накидами. Вот она наша троечка. Смотрим, можем ли продолжить рисунок. Значит, следующий столбик мы вяжем столбик с накидом и смотрим, можем продолжить, можем. Значит, в эту троечку, из этой троечки в первый столбик из этой троечки у нас получается выпуклый. То есть чередуется он также, рисунок продолжается. И над средним столбиком 3 столбика предыдущего ряда, в них мы провязываем столбики с накидом, не забывая в средний столбик провязать 3 столбика с накидом. И в третий столбик мы провязали столбик с накидом. То есть над средним столбиком, который у нас троечка, мы все столбики провязали. Дальше у нас опять идет рисунок. По нижнему ряду мы видим, что он чередуется. Вот пропуская средний столбик, у нас по рисунку выпуклый столбик с 2 накидами. Далее по рисунку столбик с накидом. Далее выпуклый. И все, дальше мы видим уже, как нам вязать над выпуклыми столбики с накидом, над столбиками с накидом, выпуклые столбики. Вяжем до следующего угла. Итак, дальше провязали, подошли к углу, провязали над последним выпуклым столбиком столбик с накидом. Здесь мы вяжем по рисунку 1 выпуклый столбик получается. Дальше вот эту троечку над ними мы провязываем столбики с накидом. Не забывая, опять повторяюсь все время, не забывайте средний столбик провязывать 3 столбика. У нас получился угол. И
Значит, ориентируясь на вот эту троечку, смотрим, чтобы в них именно над ними мы провязали столбики с накидом. Дальше у нас по рисунку выпуклый столбик. Ориентируйтесь, да, вот они 3 столбика провязаны, средний, следующий у нас выпуклый. И все, дальше по рисунку мы видим, что над выпуклым нам надо вязать. Он и идет, следующий чередуется, значит, над столбиками с накидом выпуклый, над выпуклыми столбик с накидом. До следующего угла вяжем. Подошли к последнему углу. Вот. Дальше у нас по рисунку продолжается рисунок, вяжется выпуклый. Затем столбик с накидом. Вот она наша троечка, серединка. То есть здесь мы продолжаем рисунок. Вот в первый столбик из этой троечки мы вяжем выпуклый столбик с 2 накидами. И над средним столбиком 3 столбика, которых у нас предыдущего ряда, вяжем столбики с накидом. Средний столбик вяжем 3 столбика. В средний 3 столбика провязали и в третий из 3. Значит, над средним столбиком троечку мы провязали. Дальше у нас выпуклый столбик. Пропускается средний столбик, выпуклый столбик с 2 накидами. Следующий столбик у нас столбик с 1 накидом. Далее следующий столбик, и вот смотрите, главное внимательно. Следующий столбик у нас выпуклый. И дальше по рисунку следующий столбик у нас столбик с накидом. Мы довязываем весь ряд до конца. Провязав до конца, делаем соединительный столбик с третьей воздушной петлей. На этом этапе вы можете проверить, посмотреть. Если достаточно, все, больше вы не вяжете. У меня здесь сейчас 28. Сейчас последний ряд. Я провязываю столбики без накида. Я на этом уже останавливаюсь. В эту же петлю, откуда воздушная петля, мы провязываем первый столбик. И продолжаем дальше. Каждый столбик, столбики без накида. Дойдя до угла, не забываем в средний столбик на углу провязать 3 столбика. И так продолжаем провязывать весь ряд столбиками без накида. Это у нас последний ряд. Итак, закончили вязать столбики без накида ряд. Делаем соединительный столбик с первым столбиком. Здесь уже мы не с воздушной петлей, а с первым столбиком. И сейчас мы будем с вами делать обвязку. Значит, смотрите, проверьте, главное, для себя, чтобы у вас одинаково было. Значит, у нас столбиков без накида. Вот, начиная отсчет, если вести вот этот вот 3 столбика, которые у нас здесь в серединочке, мы их, если не считаем, а считаем одинарные столбики до следующей троечки, которая у нас здесь, да, то у нас в ряду здесь должно быть 40 столбиков. Вот проверьте там, где вы соединились. Главное, чтобы не потерялся один столбик. Нам надо, чтобы было 40. Для того, чтобы у нас получилась обвязка одинаковая. Итак, обделаем обвязку. Набираем 3 воздушные петли подъема, накид. И в эту же петлю, где мы присоединились, откуда воздушные петельки, мы провязываем еще 2 столбика с накидом. 1 и 2. Далее, пропуская 2 столбика предыдущего ряда, 1, 2, в третий столбик вяжем столбик без накида.
Теперь мы делаем 2 воздушные петли. То есть вот этот столбик у нас как третий. Ну, за счет этого у нас получается такой высокий столбик. Далее, опять же, в этот же столбик, где мы провязали столбик без накида, мы провязываем еще 2 столбика с накидом. Пропуская 2 столбика, в третий провязываем столбик без накида. 2 воздушные петли. Сюда же еще 2 столбика с накидом. Пропускаем 1, 2, в третий столбик, столбик без накида, 2 воздушные петли. Повторяем 2 столбика с накидом сюда же. 1, 2 пропустили, в третий провязали столбик без накида, 2 воздушные петли. Сейчас дойдем до угла и объясню, как здесь. 1, 2 столбика с накидом сюда же, пропустили 1, 2 и в третий столбик провязали. Теперь смотрите, вот эти вот 3 столбика, которые у нас тут на углу, мы провязываем так. В первый из 3 мы провязываем столбик без накида, воздушная петля, пропускаем 1 средний, получается столбик, следующий столбик мы провязываем столбик без накида. Провязали, это обвязали мы так угол. Дальше следующий столбик без накида и начинаем опять делать эту же обвязку. 2 воздушные петли. Сюда же мы вяжем еще 2 столбика с накидом. 1, 2 пропускаем, в третью столбик без накида. Вот так вот у нас должно получиться. То есть 2 вот этих вот по краям, посерединке у нас здесь воздушная петля. Вот такой вот получается рисунок. Значит, дальше вяжем обвязку, повторяем этот рисунок до уголочка. Покажу еще раз. Значит, вот дошли до угла, приблизились к углу, провязали, значит, пропустили 2 столбика, в третий провязали столбик без накида. И вот они, наши 3 столбика. Значит, в первый из 3 столбиков мы вяжем столбик без накида, делаем воздушную петлю, пропускаем столбик, получается, да, средний. Следующий столбик мы вяжем столбик без накида. Это мы провязали так серединку из 3 столбиков. Дальше мы вяжем рисунок, узор этот, то есть следующий столбик провязываем столбик без накида, потому что со следующего столбика у нас начинается рисунок. Провязали столбик без накида, 2 воздушные петли и сюда же еще 2 столбика. 2 столбика пропускаем в следующий столбик без накида. То есть здесь у нас этот рисунок закончился, да, столбиком без накида. Здесь он начинается с этого столбика. То есть получается, что вот эти вот 3 столбика, которые у нас посерединке, у нас они провязываются именно так. Столбик без накида, воздушная петля, столбик без накида. А крайние столбики от серединки у нас здесь заканчиваются на этом столбике, а здесь начинается рисунок на этом столбике. И все. Вот поэтому так мы этот угол и заканчиваем. Так мы вяжем до конца. Это уже последний ряд этого мотива. Обвязка. Итак, закончили последний, провязали комбинацию и делаем соединительный столбик с первой воздушной петлей. Так, вот так вот. И все, отрезаем ниточку и прячем все наши ниточки сразу. Ниточку я прячу в ряд столбики без накида, который был. Вот так вот пропускаю между столбиками ниточку. Вот, и все. И она здесь будет более плотнее держаться, так как все остальные у нас столбики рыхлые. Вот, то в этом ряду она будет лежать плотно, эта ниточка.
Все, теперь будем вязать с вами корзиночку. Итак, посчитайте для себя, чтобы убедиться, у вас вот этих вот соединительных столбиков, ну вот этих вот петелечек должно быть 90. То есть вот здесь, где мы делали соединительный столбик, чтобы вы лишний столбик не провязали. Вот у нас количество петель должно быть кратно 3. Я начну вязание с серединки, вот отсюда, чтобы здесь вот этот вот переход, где у нас немножечко неровный, да, чтобы он сгладился. Вот я начну с какой-нибудь из петелечки здесь. Берем именно вот таким вот образом. Вот эта часть к вам лицом смотрит, чтобы наша корзинка с наружной стороны была лицевой. Итак, я беру крючок поменьше, 2,5 для корзиночки. Первый ряд мы провяжем столбики с накидом. Должно у нас получиться 90 столбиков с накидом. Ввожу ниточку и в эту же петелечку провязываю первый столбик. Так. И все. И продолжаю теперь по вот этой цепочке, которая у нас тут образовалась из соединительных столбиков, да, ряд, который был. За обе долечки беремся и вяжем. Параллельно прячем ниточку. Первый ряд. Столбики с накидом. 90 столбиков с накидом. Должно у вас получиться. Провязали 90 столбиков с накидом. Соединительный столбик с первым столбиком. Теперь мы будем вязать рисунок плетенку. Может, он еще как-то по-другому называется. Итак, воздушная петля подъема. Для того, чтобы можно было вязать рисунок. Чтобы не было лишних воздушных петель, у нас просто для рисунка. Это воздушная петля, она не считается. В этот столбик, в который мы провязали, начинаем с него, в который мы соединились. Значит, взяли его спереди за ножку столбика, захватили рабочую нить и провязали столбик с накидом. Выпуклый, да, получается лицевой. Накид. В следующий столбик точно так же взяли его спереди, провязали. Накид. Захватились спереди за ножку, рабочую нить вытащили и провязали столбик с накидом. 3. Провязали 3 таких столбика. Дальше накид. Теперь будем вязать изнаночный выпуклый столбик. То есть уже сзади мы вводим крючок, захватываем ножку столбика, рабочую нить, вытягиваем и провязываем столбик с накидом. Раз. Также еще раз захватили ножку столбика, вытянули рабочую нить сквозь эту ножку и провязали столбик с накидом. И третий. Точно так же вытянули рабочую нить и провязали столбик с накидом. 3 столбика изнаночных таких получается у нас выпуклых. Далее опять вяжем лицевых, рельефных, их так еще называют, столбика с накидом. Раз, 2, 3. 3 лицевых рельефных столбика. Теперь вяжем 3 изнаночных рельефных столбика. Захватываем уже сзади, вводим крючок, захватываем ножку, вытягиваем рабочую нить и провязываем столбик с накидом. Раз, захватили ножку, вытянули нить, провязали. 2 и 3. И так мы будем чередовать. 3 лицевых рельефных, 3 изнаночных рельефных столбика с накидом.
Вяжем так до конца ряда. Провязали соединительный столбик с первым столбиком. Следующий ряд. 1 воздушная петля. Теперь над лицевыми рельефными мы вяжем изнаночные рельефные. То есть вот у нас первые 3 столбика лицевых. Теперь мы будем вязать изнаночных рельефных столбиков. 1 изнаночный рельефный столбик, 2, 3. А над изнаночными мы провяжем лицевые рельефные. То есть захватываем теперь спереди ножку, за ножку столбика. 1, 2, 3. Вот такой вот рисунок у нас будет чередоваться каждый ряд. Следующий ряд над изнаночными мы вяжем 3 рельефных столбика, над лицевыми 3 изнаночных и так по кругу. Будем так вязать в высоту 11 рядов, начиная с самого первого ряда. Тут они будут немножко вам казаться непонятными. Вот первый ряд. Дальше у нас второй ряд, он будет такой вот короткий за счет того, что вы можете по лицевым как-то вот так вот считать в разброс. Если вдруг вам непонятно, вот я покажу на примере моего вот этого первого вот рисунок, да, можно считать по лицевым. Значит, смотрите, первый ряд у нас вот столбики с накидом провязан, затем пошел рисунок. Вот первый ряд, второй, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 и 11 ряд. Можно вот так вот читать по вот этим вот выступам. Это вот так вот в шахматном порядке. Провязываем это количество рядов. И останется нам только сделать обвязку края. Еще каждый ряд обязательно делайте соединительный столбик с первым столбиком и начинайте ряд с 1 воздушной петли. Вот, и вот не забывайте, я вот тут забыла захватывать вот эту вот воздушную петлю, которую мы делаем в начале, чтобы она у нас ее не было видно, чтобы получился целый такой рисунок без лишних петелек. Вот. И все. И вяжите так ряды. Так, провязали. Значит, 11 рядов. И смотрите, если вам надо еще, высота нужна, если для вас она маловато, для вашей пасочки, то можете еще провязать высоту. У меня 11 рядов, в сантиметрах это 7,5, я померила. Теперь один ряд мы провяжем воздушная петля подъема, и один ряд мы провяжем столбики без накида. В этот же столбик, первый столбик, откуда воздушная петля, и дальше в каждый столбик мы по столбику вяжем. Значит, провязываем ряд, столбики без накида. Провязали. Соединительный столбик делаем с воздушной петлей. Теперь будем делать обвязку. Обвязка у нас будет из соединительных столбиков. Значит, воздушную петлю подъема и за переднюю стеночку петли мы провязываем соединительные столбики по кругу. Мы будем обвязку делать немножечко такую вот необычную. Значит, за передние стеночки петли провязываем соединительные столбики. Провязали соединительный столбик с воздушной петлей, которую мы делали. И дальше будем, значит,
Теперь соединительными столбиками мы пройдемся за вторую долечку петли, стеночку петли. Вот находим ее. Она вот с этой стороны, если вот так вот повернете, видно будет ее. Вот она. Воздушная петля. Вот у нас первый соединительный столбик. Вот его наклоняем и смотрим, где у нас первый, долечка первая. Находим ее и начинаем вязать. За заднюю стеночку петли точно так же проходимся соединительными столбиками. Петелечки не стягивайте, как они ложатся, так и ложатся. Стягивать их не нужно. Главное, чтобы они были не сильно такие большие петелечки. Примерно, чтобы были все одинаковые. И все. Вот так вот мы пройдемся по кругу соединительными столбиками с задней стенки петли. Итак, сделали соединительный столбик, ниточку отрезали и спрятали. Вот такая вот корзиночка у нас получилась. Откладываем ее в сторону. Сейчас свяжем с вами для нее ручку. Итак, берем этот же цвет, какой вязали корзиночку. Можете вязать ручку и того же цвета, что и была основа, на чем стоит корзиночка. Это уже смотрите, как вам нравится. Оставляем хвостик для пришивания с одной стороны. И набираем цепочку из 5 воздушных петель. 5. И начиная со второй петли от крючка мы первый ряд провяжем столбиками без накида. 4 столбика без накида. Воздушная петля, поворот. И теперь будет у нас такой рисунок, который будет повторяться. Значит, вяжем так. Первый столбик в первую петелечку мы провяжем столбик без накида. Во вторую петелечку, во второй столбик мы провяжем соединительный столбик. Дальше опять столбик без накида. И следующий, последний столбик, соединительный столбик. Воздушная петля, поворот. У нас получается, что последним мы провязали соединительный столбик. Теперь начинаем опять со столбика без накида. То есть над соединительным столбиком у нас столбик без накида. Следующий столбик у нас соединительный столбик. В предыдущем ряду это был столбик без накида. Дальше опять столбик без накида и последний столбик соединительный столбик. Воздушная петля, поворот. И так мы будем чередовать. То есть у нас получится, что над столбиками без накида будут соединительные столбики, а над соединительными будут столбики без накида. Из-за того, что у нас парное количество, у нас получается, что мы всегда начинаем со столбика без накида. Второй столбик соединительный, затем столбик без накида и последний столбик соединительный. Воздушная петля, поворот. И опять столбик без накида, соединительный столбик, столбик без накида, соединительный столбик. И вяжем так длину ручки, которая необходима. Я сейчас провяжу и скажу вам в сантиметрах, какая у меня получилась длина. Последний ряд я провяжу столбики просто без накида, как у меня в начале первый ряд столбики без накида, так и здесь я закончу столбиками без накида. 4 столбика без накида. Соединительный столбик отрежу ниточку так, чтобы пришить можно было, хватило ее. Вот, а теперь скажу вам, какая у меня получилась длина. Видно вам метраж? Значит, вот я не растягиваю, как она ложится. Вот, 28 сантиметров получилось. Итак, пока разогревается у меня пистолет, я пришью с одной стороны ручку. Значит, приклеивать я буду
вот здесь, например, и тут пришью, потому что у меня будет одна сторона ручки пришита там, где ложится уголок, а другая, так как это пятиугольник, да, если был бы шестиугольник, то от угла к углу была бы ручка, либо от плоской части к плоской. Но так как у нас пятиугольник, то вот именно так пришьется ручка. Значит, примерно смотрю, чтобы одинаково вот эти вот штучки были по бокам ручки. Вот. Пришиваю я, значит, с этой стороны ручку. Итак, смотрите, у меня, так как пряжа вот именно вот эта очень мягкая такая получается, то ручка у меня не жесткая. И я решила обвязать по краям с столбиками, как сказать, полустолбиками с накидом, потому что здесь у нас, как помните, вязка такая, один ряд у нас в начале с одной стороны соединительный столбик, а с другой стороны столбик без накида. И поэтому мне пришлось через ряд соединять. Вот. Иначе, если бы я соединяла в каждую пространство, которое здесь есть, то получается здесь больше расходилась ручка. И поэтому я провязала через ряд, и получилось вот так вот, стянулась немножко. И благодаря этому всему форму будет хоть чуть-чуть, но уже будет держать форму ручка. Так она у меня заваливалась. Если у вас плотная пряжа, то вам этого делать не нужно. Теперь у меня нагрелся клей. Я теперь могу приклеивать. Сначала я приклею все по кругу. Вот я здесь пришила. Дальше я пришу после того, как приклею, чтобы у меня ручка между была. Как бы покажу вам потом, да? Значит, все. Значит, у меня будет вот здесь приклеиваться к ручке. Я как раз спрячу хвостики. Если у вас нет пистолета такого, то можете просто пришить. Вот, приклеила. И сразу же приклею пуговичку декоративную. Вот так. Сейчас я приклею, буду приподнимать, чтобы вот эта вот серединка ложилась ровно, не заходила никуда, вот так вот ровненько заходила. Вы можете еще, значит, можно просчитать, чтобы между каждыми нашими вот этими местами, где будем мы присоединять, было одинаковое расстояние. Можно как бы пометить, приколоть сначала булавочками, а потом уже пришивать либо приклеивать, что вы будете делать. Ну вот, все. Такая вот корзиночка получается. Можно накрахмалить, если вдруг у вас не получается сделать ручку, чтобы она была держала форму, можно ее накрахмалить. Значит, еще смотрите один нюанс. Я здесь еще вот эти вот места склеила друг с дружкой, потому что у меня здесь сильно упала, получается. Как и в предыдущей тоже корзиночке, я вот думала, как мне это все исправить, и вот решила их склеить, вот эти части. Если вдруг у вас то же самое, вы можете либо склеить, либо сшить. У меня тут клей такой. Значит, вот так вот я брала вот 3 штучки и вот так вот приклеила сюда и сюда. Вот таким вот образом склеила вот эту часть везде, чтобы немножко подобрать. Иначе, когда я ложила яйца, там вот на фото будет видно, которые я вначале там показываю, да, что они падают, получается, и могут выпасть. А так они вот будут стоять вот здесь и никуда не денутся. Ну вот, в принципе, и все. Надеюсь, вам такая корзиночка приглянулась, и вы сможете ее связать, ну, спокойненько, не спеша, за 2 дня. Вот. Можно поставить пасочку и яички. И так вот преподнести своим родственникам, когда пойдете в гости, например. Такая вот идея. Спасибо за просмотр. Приятного вам вязания.